Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Будет ли у нее раскаяние? Может быть, у нее уже есть раскаяние? Как всегда, настраивайтесь на расклад, загадывайте женщину. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Кардинальные перемены. Ой, сколько злости было в вашей жизни, сколько скандалов. У вас, знаете, как будто жизнь поменялась вообще кардинально. У кого-то это, допустим, если вы жили в семье, либо же в отношениях, в гражданском браке, сейчас вы один. Либо же это перемена места работы, либо же это два в одном, и работа, и женщина, может быть, даже город, квартиру кто-то поменял. Причем это настолько для вас было болезненно, вы даже, возможно, боролись за что-то, выбарывали, да, вот когда вот перемены вот эти настали, да, кто-то через суд это может выбарывать, да, может быть, кто-то там за квартиру воевал, кто-то за деньги, за детей и так далее. Вы ведь по жизни вообще сильный мужчина. Вот постоянно я заметила, ну, довольно часто, по крайней мере, у нас выпадает на сигнификацию вот именно мужчина-император. Потому что вы сильный мужчина. Вы волевой, да, и физически, да, сила есть. И сила воли, вообще такой вот мужской стержень, да, когда говорят, что за мужчиной, как за каменной стеной можно быть. Но кровушки у вас попили, я вам скажу. Вот эти вот перемены настолько ударили по вам, причем может быть еще, что ударили даже по здоровью, ударили по нервной системе очень сильно. Вы как-то вот, единственная отдушина вот у вас работа. Вот из расклада в расклад, вот понимаете, ну вот рисуется одна и та же картина. Я понимаю, конечно, что у меня подписчики, в общем-то, многие смотрят, да, регулярно мои каналы. Спасибо вам большое. Поэтому, наверное, сигнификация часто повторяется. Ну вот работа. Вот я не вижу как-то личной жизни. Может проигрываться, что у вас на душе кошки скребут как-то, ну еще вам грустно, печально, ну как бы не до личной жизни. Работа единственная душина. Могут еще друзья проигрываться, да, что с друзьями, может быть, вы можете посидеть, да, вот о судьбе злодейки поговорить, как-то погрустить, попечалиться. Хотя на самом деле вы такой человек, особо вы жаловаться не будете. Потому что, ну, сильные мужчины, как правило, не жалуются. Они все в себе переносят. Ну и плюс ваша психология мужская, что когда мужчине плохо, когда есть какие-то проблемы нерешенные, то вы будете скорее в себе замыкаться, будете, да. Это женщине надо поболтать, рассказать, что у нее случилось, тогда как-то легче становится. А вы вот привыкли как-то, ну, очень редко, может быть, даже вот с самыми близкими друзьями вы можете поделиться какими-то сокровенными вещами, как вам плохо, допустим, как у вас что-то не получается, либо кризис, либо еще что-то. Боже, какой кошмар. Ну вот смотрите, да уж, вам не позавидуешь, я могу сказать. Смотрите, у некоторых может проигрываться, либо же сейчас вот такое состояние, ну, сродни депрессии, какой-то угнетенности, да. У некоторых из вас может проигрываться, что уже отошел этот период, уже как бы облегчение наступило, но вы все равно его проходили вот именно из-за этого своего на 180 градусов кардинального вот этого витка вашей жизни. Насколько было много в вашей жизни скандалов. Вот я просто поражаюсь, знаете, такое ощущение, что в вашей жизни есть люди, которые носят еще как бы маску, да, которые могут в глаза смеяться, как бы друзьями быть, а на самом деле вот, ну, можно пакость разную от них ждать. Есть люди, которые, возможно, даже метят подсидеть вас, да, это и на работе может быть. Ну, то есть, довольно непростой период. Еще раз повторяю, у кого-то этот период сейчас еще длится, у кого-то из вас. У других же, возможно, он уже прошел, но он был по-любому очень такой негативный, очень черный период.
Потому что помним, что все расклады, это общие расклады, они не могут на 100% со всеми полностью резонировать. Смотрите, вот как-то такое ощущение, что вот женщина, которая у вас была, да, может быть, у кого-то еще есть, но вот сложные отношения, вот как будто она дурака валяла с вами, да, голову морочила, может быть, обещала одно, делала другое, да, может проигрываться, что, допустим, она говорила, что не переживай, все будет хорошо, там, даже если она накосячила, я исправлюсь, у нас все наладится и так далее. Ну, то есть она как-то вообще по жизни живет играючи. Какая-то вот, ну, несерьезная дама у вас была. Ну, либо же у кого-то из вас есть сейчас, да, ну, непростые очень отношения. Вы очень такой работяга. Вы старались всегда каждую копеечку вот в семью, да, вот в отношения как-то вкладываться. А женщина жила чисто в свое удовольствие. Я думаю, ее мало даже интересовало, как вы, что вы, чего вы хотите, чего не хотите. Может быть, я не знаю, может быть, у вас обувь порвалась, да, и вам надо что-то новое купить. Ну, то есть такая вот дама себе на уме, да, она могла как бы дурочкой прикинуться. Вот есть такой у нее прям талант, вот дурака валять. Ну, очень такой, ну, прям энергетически, я смотрю, прямо мне тяжело, такой, знаете, вот такой период непростой. Итак, давайте-ка посмотрим более подробно, какая же дама к нам пришла на расклад. В принципе, я думаю, я уже ее увидела, да? Да, эта дама пришла, с которой у вас было разрушение. С ней, скорее всего, у вас прекратились отношения, да, у нас башня выпала, хотя вы для нее были джином. Вот вы были ее, вот как угодно, джин, золотая рыбка, да, вот двое из ларца, да, как в мультиках. То есть исполняли все. Она же вами играла, вот знаете, как на шахматной доске, вот, ну, грубо говоря, да, вот как, ну, пешка вы для нее были, да, вот такое некрасивое сравнение, ну, вот очень четко оно сюда подходит. Причем даже, знаете, дама, которая вот она настолько как-то на вас обозлилась, она даже сейчас вот как будто за вами подсматривает, но она не хочет, чтобы вам было хорошо. Вот она как будто разведывает, как вы поживаете, есть ли у вас кто-то, не дай бог у вас там новая личная жизнь, новая женщина появилась. Вот она как бы следит за вами. Так, давайте-ка посмотрим, что же в ее жизни происходит. Коротко посмотрим. Она нам 300 лет не нужна, да? Мне тем более. Ну, посмотрим. Она такая, знаете, вот... Ну, я не могу сказать, что она будет просчитывать все, что она очень умная женщина. Я не могу сказать. Она скорее относится к таким женщинам, которые вот как-то спонтанно что-то делают, думают, делают, говорят. Импульсивные очень поступки могут быть, необдуманные. Да, она может потом пожалеть, но она может что-то такое учудить, что ну, ни в одни ворота не пройдет. Смотрите, женщина, которая может играть вот играть с судьбой, да, играть с людьми, она играет людскими судьбами. Она идет по людям, совершенно не задумываясь о поступках. Вот такой человек, который думает только о себе, она думает о собственном благополучии. Когда ей хорошо, тогда и окружающим более-менее хорошо. Она никого не трогает, она цветет и пахнет. Но когда же что-то не так, как она хочет, не так, как она задумала, она, ну буквально она звереет, она становится злой, агрессивной. Она становится такой, что, ну, знаете, вот как есть на щитовой с электричеством, вот знак «не подходи, убьет», да? Вот и такая она становится, то есть ее вообще лучше не трогать. Вот она как-то живет вообще, знаете, я не знаю, для нее люди это как будто никто и ничто вообще. Это касается всех, это не только мужчин касается. Так, что же еще у нее происходит? У нее маска, у нее однозначная маска. Она причем считает, что она всегда права, она считает, что всегда она справедлива.
Хотя вот во всех ее вот этих каких-то делишках, все, что она хочет, она задумывает, продумывает. Это все, знаете, вот как будто бы есть еще всегда у нее какой-то запасной вариант. Вот с одной стороны, я не могу сказать, что она прям все просчитывает, но с другой, вот есть у нее на любое слово, на любую ситуацию, что бы ни случилось, у нее есть оправдание, у нее есть какой-то выход вот запасенный, знаете, вот как козырь в картах. Вот у нее есть какой-то козырь. Если на нее нападешь, она всегда найдет, что ответит. Причем она так сделает профессионально, колко, да, может человека еще больше опустить и унизить. Человек, который постоянно носит маску. Ее настоящее лицо, я вам скажу, даже вы, возможно, не знали до конца. Либо же это знают просто единицы самых-самых там близких, я не знаю, друзья, родители, сестры, братья. Ну, то есть человек, который постоянно притворяется. Личной жизни я у нее на данный момент вот не вижу. Вот я не вижу, что она пребывает в серьезных таких отношениях, причем ее это очень злит, ее это огорчает. Да, на людях она показывает, что она очень счастлива, что у нее все хорошо. Она может даже разные истории, легенды вот рассказывать, что она полностью вот в шоколаде как бы живет, да. На самом деле там шоколада нет, и шоколад этот совершенно другого цвета и запаха, так как она сейчас живет. Итак, давайте-ка посмотрим теперь, есть ли у нее раскаяние о том, что, допустим, она с вами рассталась. Так. Вот знаете, у нее был такой период, да, понятно, она об этом не расскажет, вам тем более. У нее был период, когда вот она переживала, что вы разошлись. Она очень переживала, она поставила на паузу и личную жизнь свою, ну то есть своих новых женихов, ухажеров. Хотя на тот момент у нее был мужчина, либо же тот, кто хотел с ней зароманить. Вот все-таки был у нее такой момент, когда она как-то призадумалась, да, что вот она вас потеряла. Все-таки, что вас многое связывает, да, что, может быть, там много лет, допустим, там дети, там еще что-то связывает, да. И как-то вот ей взгрустнулось, что она даже отшила всех ухажеров. Но это временно, это было всего лишь временно. Вот такая вот слабинка. Так, что дальше? А дальше она погоревала, ну, небольшой период, да, вот какая-то грусть, печаль, тоска, да, потому что все-таки, ну, у любого человека меняется жизненный уклад, да, при расставании, как бы, если вы, допустим, привыкли вдвоем просыпаться, она приходит домой, привыкла, что вы дома, ну, и так далее, там, вдвоем, то здесь все поменялось. Она приходит, дом пустой, да, вас нету, нет каких-то ваших обычаев, традиций, у каждого это свои обычаи, может быть, да, может быть, вы ее будили поцелуями или еще как-то вот, то сейчас этого нет. У нее вот единственное, у нее как будто, знаете, вот перестройка такая была, вот перестройка организма, перестройка жизненного уклада, перестройка вот, ну, как бы такая бытовая, что вот вас просто не стало. Еще жили вдвоем, один человек исчез. Вот чисто так вот дискомфорт, да, вот, да, погрустила, да, немного даже поностальгировала, я вам скажу, но это был медлительный процесс. Дальше она снова начала, как бабочка, порхать, летать, и снова начала искать новых ухажеров, которые будут ей спонсировать, которые будут ей обеспечивать хорошую, красивую жизнь. Причем она такой человек очень искренний. Она из своих ухажеров, вот она использовала и будет использовать по жизни и дальше. Абсолютно не нужно завидовать тем мужчинам, которые сейчас, допустим, вот если у нее кто-то есть, хотя я не вижу на данный момент у нее таких прям серьезных отношений, я не вижу. Одноразовые я не беру во внимание, но такие, чтобы стабильные, либо же там семья, да, жила, абсолютно я не вижу. Человек, который продолжает носить маску, она такой человек, который
Но она ради своей выгоды, она ничем не побрезгует. Она какой была, такой осталась. Поэтому, ребята, если у кого-то есть надежда там помириться, что она там за вами страдает, любит, что она поняла, как она была неправа, нет, абсолютно. Абсолютно. Она как была лживой, как была такая, неискренняя, двуликая какая-то, да, человек постоянно в маске. Она такой же и осталась. Поэтому вы много не потеряли. В том смысле не потеряли, что лучше раньше расстаться, чем угробить всю жизнь на человека, да. Знаете, вот обычно, когда люди расходятся, то больно и обидно еще не только потому, что вот вы потеряли любимую женщину, а боль от разочарования, о обманутых надеждах, да, о обманутых каких-то вот своих мечтаний. Может быть, кто-то мечтал, да, до глубокой старости прожить вместе, душа в душу. О потерянном времени, боль и обида о том, что вы вкладывались в этого человека, да, может быть, до последней копейки тратили, чтобы как-то угодить, услужить, чтобы она в полном шоколаде жила. И это все не оценилось и не оправдалось. Вот от этого боль, конечно, вдвойне больше. А эта дама абсолютно ничего не осознала. Да, у нее был небольшой период, потому что просто как-то вот бытовой вот этот момент поменялся немного. Был еще там мужичок, да, рядом. Не стало мужичка, вот приблизительно так. А сейчас она снова пошла новую жертву искать, так сказать. Ничего абсолютно не меняется, человек вообще не меняется. Чтобы человек поменялся, он лично сам должен захотеть этого. И должны быть, какие-то чрезвычайные условия. Это должен быть очень сильный мотиватор. Мотивация должна быть сумасшедшая просто, чтобы человек захотел сам поменяться. Это очень и очень редкие случаи. А поскольку у нее я не вижу никакой мотивации, ради кого меняться, ради чего меняться, если она любит чисто себя, она живет ради себя, ей окружающие вообще мало интересны, главное ее интересы и заботы, и то, что она хочет, потому что я вся такая королева. Вот она по принципу королевы и живет. Поэтому не расстраивайтесь. Я не вижу, чтобы эта дама хотела что-то наладить, что-то вернуть. Нет, она пошла искать дальше, кого бы обмануть, кого бы продинамить еще, кого бы использовать в своих интересах. Когда человек становится ей неинтересный, она выбросит его и дальше. И пойдет, переступит и пойдет искать следующего. Вот такой был расклад, не очень приятный, но философский довольно. Такие у нас психологические расклады. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!